смысле как? В какой позе? В смысле зубного, через татуировку, через минет, через в какой-то роли. То есть, Что-то вы так напугали, я вообще... Все, запрещаем секс, никакого никуда не секса. идти. А русские такие, я на молитве. Меня ВИЧ не берет, я православный гей. Да. там оранжевое приложение. Самокат? Кого? Самокат. Ну да, мамба. Самотык. Самотык. Вспомнил, блядь, оранжевую мамбу. Ну что, всем привет, кто подключился к гей-чату. Меня зовут Олег. Добро пожаловать. Если вы у нас впервые, мы здесь общаемся, разговариваем на важные темы, очень открыто, без осуждений, да, о важных вопросах ЛГБТ-жизни, о которых многие предпочитают молчать. Надеюсь, что наши разговоры помогут принять себя, понять лучше друг друга, да, и более внимательно разобраться в непростых темах ЛГБТ-жизни. Сегодня у нас такая очень эмоциональная отчасти тема, да. Но для начала давайте познакомимся, кто к нам сегодня подключился. Новые лица, как всегда на нашем канале. Давайте начнем с Лёши. Лёша у нас не новый. Лёша, привет. Лёша в Буэнос-Айресе по-прежнему. У вас там скоро лето, весна. У нас весна в разгаре, все тепло, все расцветает и все хорошо. Мужчины раздеваются. Роскошь. Еще у вас прайд прошел, да, на прошлой неделе? Да, в эту субботу это был огонь. Я могу себе представить. Да, в прошлом году мы там вместе веселились, супер. Хорошо, рад тебя видеть. Давно тебя не было. Снова с нами. Да, спасибо. Виталий, привет. Ты первый раз. Ну, ты тоже из Буэнос-Айреса. Да, я тоже из Буэнос-Айреса, и также вместе с Лешей ожидаем лета. Все прекрасно. Как ты отмечал прайд? Что-нибудь было интересное в этом году? Я собирался пойти на прайд, но в итоге мы с парнем просто вместе провели время дома. Мы даже туда не дошли. Интересно. Леша, а ты, кстати, на прайд ходил с кем? С собачкой, с парнем, с друзьями, Ой, парнями? Сейчас очень многие удивятся, но вот как будто бы, знаешь, под руку меня здесь муж еще действующий и с которым я расписан, а с другой стороны, вот как у меня собака, сейчас уже Новио, как будто бы уже что-то новое. Это очень интересно. Вот видите, ребята, к чему ведут эфиры гей-чата. Мы говорили про это несколько месяцев. Леша, так сказать, долго не думал, на ус мотал. Вы, наверное, видели в одном из видео, где он говорит: я тоже хочу. И вот они там и познакомились, ну, как бы вроде как высокие отношения. Подружились. Класс. Ой. Видишь, какие у нас и спойлеры никакие не нужны в самом начале. Спасибо. Так, и сегодня с нами Сережа. Сережа, привет, из Нью-Йорка. Классный у тебя вид. И это не бэкграунд, это все настоящее, правильно? Да. Всем привет. Я новичок в этих чатах. Пока мне нравится. Начало бодрое. Да. А ты смотрел какие-нибудь выпуски? Попадались где-то? Я смотрел вот выпуск, который был на прошлой неделе, куда я... На какой я пытался попасть? На прошлой неделе? По-моему, это за прошлой неделе я пытался попасть к тебе на выпуск. И вот я его посмотрел, мне понравилось. Супер. Слушай, Сережа, тебя многие знают. Оказывается, Леша тебя знает по соцсетям, по Инстаграму, по YouTube. Я сам многих знаю. Это да. Ты, я так понимаю, давно, так сказать, в ЛГБТ-сфере, в соцсетях как бы крутишься. Ну да, мне кажется, моему блогу, вот прям такому блогу, когда ты типа пишешь умные мысли а-ля блогер, да. Ему в таком виде лет 6. А вообще зарегистрировался, мне кажется, когда Инстаграм появился, когда я зарегистрировался. Ну, спасибо, Олег, теперь все знают, что я старый пень. Можно было... Вообще никто не знает, может, ты в 16 начал. Беременна в 16. Да, ну, в общем, да. После этой реплики точно знаем, что старый пень. Да, старый здесь я, поэтому не забирайте мои лавры.
Оставляем. Я так, это, знаешь, это как корочки спицы вот под твоими лаврами, что тоже старикам. Поэтому Ну, да. людям интересно тебе подписываться в YouTube или в Инстаграме, больше контента. Слушай, ну у меня вообще основной контент в Инстаграме, потому что YouTube, я пару раз пытался зайти в него, это такой сложный процесс, он требует очень большого Да. умственного вклада и технического. А Telegram, ну я пытаюсь, но там чисто, знаете, вот жопы писки повыкладывать, то, что я не хочу выкладывать в Инстаграм. А там вот я могу поругаться и пошалить. Короче, мне нужен Telegram. Ага. То есть ни Твиттера, ни OnlyFans пока нет самое. Нет, да нет, ты что, такое нахождение? Твиттер уже не существует, Олег, ты что, X уже, Ну, X. благодаря Маску. Олег, ты где Давай, да. живешь? Где у тебя Он Твиттер еще в там? годах Твиттера, у него там еще стена ВКонтакте еще есть, ему там рисунки оставляют. Ну, скажу X, не все поймут. Хорошо. Все Да, равно слушайте, так. раз мы ВКонтакте вспомнили, а кто ВКонтакте сидел еще? Ну, я сидел. Слушай, Ну, ну, я тоже был. а вот у меня там, помните, тоже, если кто-то, может быть, оттуда на меня еще помнит, там был у меня паблик, назывался «По секрету гей», и там вот, когда были, помните, были модные вот эти паблики, где можно анонимно оставлять секретики, и вот у меня был один из первых пабликов на эту тему, и у меня до сих пор оттуда есть люди, которые мне пишут в Инстаграм, типа, я тебя помню, говорит, оттуда, по аватарке с голубым щенком. Это так дико, типа, 15 лет назад там был какой-то паблик небольшой, или тебя оттуда помню. Поэтому Это было в забавно. Питере? Ты в Питере жил или где? Нет, в Москве. А, в Москве. Что-то я как не попал на твой паблик. Я так искал хоть какое-то комьюнити, сообщество, что-то такое. Вот. И, видишь, мне не повезло. В Москве. Ну, в Питере, в Москве. В Москве, да. Да. У нас даже сходка была. Мы в боулинг играли, такой был гейский боулинг. Это какой год-то был? Я просто не припомню ничего из когда я был в Телеграме, В Инстаграме уже. Слушай, а это было вот как раз, мне кажется, я уже завершал там, и мне нужна была какая-то отдушина, где я буду показывать, какой я хороший. Как раз, мне кажется, ВКонтакт закончился и начался Инстаграм, поэтому... Ну, хорошо, друзья. В принципе, по заголовку вы, конечно, видите к этому видео, о чем мы сегодня будем говорить. Говорить мы будем про ВИЧ. ВИЧ положительный статус и ВИЧ отрицательный статус. Как жить в одной ситуации, как жить в другой ситуации, как жить в двух ситуациях, когда это, так сказать, встречаются, да, одно и другое, что с этим делать. Бояться этого, не бояться, как себя предохранять физически, морально, эмоционально, с точки зрения, не знаю, там, медицины. Ну вот сегодня это все обсудим. Спасибо вам, парни, что подключились, присоединились к этой теме. Могу сказать за себя, что за последние, наверное, ну, всего год, может быть, полтора, у меня были бойфренды, которые были ВИЧ-положительные, которые об этом сообщали. Не сразу, не на первом свидании, но впоследствии, там, может быть, спустя, не знаю, может быть, месяц, как-то так примерно. Ну вот. Я принимаю ПрЕП, да, то есть медицину, которая защищает меня от, ну, бесконтактных контактов, если можно так сказать, когда происходит секс без презерватива. Вот, поэтому, ну, как бы это не было трагедией для меня. Вот, скорее, я могу сказать, это было, наверное, даже тяжелее им об этом сообщить, потому что я понимаю, что есть стигма, есть люди, кто не принимают терапию, и доконтактную в том числе, ПрЕП, да, и поэтому, конечно, в общем, все боятся этого, обходят эту тему стороной, а все, что обходит стороной, все сразу становится, в общем, страшно, непонятно, табуировано. Поэтому мы такие темы берем и про них здесь рассказываем. Вот. Друзья, как вам живется с вашим статусом? Не знаю, с кого начать. Давай, Сереж, с тебя. Как живется? Вот у меня буквально на днях вышло большое интервью, кто-то видел в моем Инстаграме, может быть, где мы как раз разбирали эту тему, и я понял, что мне-то живется вообще норм. Именно, ну, то есть я и в России не особо ощущал с этим проблем. Тогда разберем две позиции. То есть как ты ощущаешь себя в России, как ты ощущаешь в Нью-Йорке с этой болезнью. В Нью-Йорке вообще каких-то вопросов, проблем ноль абсолютный. Потому что здесь я спокойно говорю о том, что у меня положительный статус, я не особо фильтрую, кому я это сообщаю, там, врачу, соседу, там, не знаю, таракашки пробегающие, у меня ВИЧ.
и она бежит быстрее. Вообще не важно. То есть здесь стигмы как будто бы нет, либо я еще и не встречал, к счастью, расстройств, я не встречал. А вот в России, конечно, ты понимаешь, что есть вот эта вот какая-то атмосфера недоверия к тебе, да, из-за того, что у тебя есть ВИЧ. И, например, даже мой врач, который мне диагностировал ВИЧ, по-моему, один из первых ее советов был: никому не говори, что у тебя ВИЧ. То есть, по идее, по закону я должен сообщать, типа, там, стоматологу, ну, каким-то таким врачам. В общем, она сказала: я тебе этого не говорила, но никому не говори. Пока кровь твою переливать кому-то не начнут, молчи, тебе же будет лучше. В чем-то она права, потому что был, по-моему, один момент, когда у меня была какая-то огромная, просто, говорят огромная температура, высокая температура, и Сергей, мой муж, вызвал врача, и у него была какая-то паника, он думал, что я умру, и поэтому он там звонит в скорую и говорит: тут человек, у него ВИЧ, и у него очень высокая температура, и надо что-то сделать. Почему в такой последовательности была информация пришла, я не знаю. И приехали вот эти две девушки, фельдшер на вызов, и, ну, ребята, они серьезно прямо вот так на меня смотрели, типа, ну, типа, у него ВИЧ, это не самая его большая проблема, высокая температура. То есть они вкололи мне какое-то литическое и просто такие, типа: а что тебе еще надо, у тебя ВИЧ, типа, ну и что температура? Ну, как будто, камон, как будто все люди с ВИЧем, они такие в температуре всегда ходят пожизненно. То есть было очень странное отношение, как будто у них, нету никакой толерантности к этому, и, нету медицинского образования. То есть просто как будто это мое нормальное состояние, и такие умыли руки. Вот это было неприятно, и я, наверное, больше переживал, что может, правда, что-то произойти со мной, потому что у меня была очень высокая температура, оказалось, у меня просто аллергия открылась новая, неожиданно, и поэтому все теперь норм. Вот. А если прям брать какие-то проблемные моменты, других не было. Виталий, как тебе живется с твоим статусом? Ну, как живется? У меня вообще статус относительно недавно, потому что заразился я в Аргентине, и выяснил я также в Аргентине. Причем благодаря тому, что мне было, ну, просто очень плохо. То есть как раз и температура, и кости, и все. Я думал, что я как раз умру нафиг. Вот, ну и потом решил пойти провериться, и как бы там выяснилась вся эта история. Вот, ну как бы здесь был момент самый основной, как бы, как потом с этим жить, потому что мне хотелось все что угодно, но не ВИЧ. Вот. Но в связи с тем, что у меня еще в России был ВИЧ-положительный партнер какое-то время, и я как бы знал, что есть терапия, он ее принимал, и как бы у нас был даже незащищенный секс, то я как бы к этой информации, так скажем, отнесся более-менее спокойно. И факт принятия самого заболевания прошел гораздо быстрее, чем мог бы. Потому что если бы у меня не было знаний о том, что это такое, то я думаю, конечно, ситуация выглядела бы иначе. Вот. В самой Аргентине как бы я еще не сталкивался с тем, чтобы мне кто-то говорил: у тебя вот ВИЧ. Вот. И как бы я спокойно говорю о том, что он у меня есть. И я подумал, что как бы заявив об этом, я себе упростил жизнь, потому что таким образом и формируется еще как бы круг людей, с которыми я общаюсь, которые ко мне уже заведомо, так скажем, нормально относятся, потому что, ну, ВИЧ и ВИЧ, ладно, что там, ну, принимаешь терапию, классно, живешь, хорошо, классно. А что это значит? Я не понял. Ты имеешь в виду другие ВИЧ-положительные люди или Нет, что? вообще, в принципе, людей в целом, потому То есть это что, некий фильтр, да, который да, убирает людей, которые, так по сказать, большому счету, да. То есть для меня это тоже вышли. был такой момент вообще, там, делиться, не делиться с кем-то. И я такой думаю: да, ну нафиг, лучше я скажу, что он у меня есть, и все. Это своего рода как бы выход из шкафа, но только с ВИЧ. Да, камин-аут, да. Сначала как гей, потом как ВИЧ-положительный гей. Потом как полиамор, и еще потом еще что-то. Да-да-да. Да. Вот, поэтому в целом, как бы сказать, что это как-то сильно на жизни отразилось, ну, как бы, ну, таблетки надо каждый день принимать. А больше пока никаких таких особых изменений я не почувствовал. Хочу сразу у тебя, пока мы вот об этой теме, ну, заговорили, вот камин-аут, да, то есть, грубо говоря, ты рассказываешь, мне интересно, да, то есть у тебя же круг общения широкий, ну, я имею в виду, Мгм. что он есть и аргентинский, да, например, и есть русская комьюнити все равно, то есть с кем Мгм. ты общаешься.
ты рассказывал, открывался и тем, и другим. Мне просто интересно, как реагирует это сообщество и это, потому что здесь все-таки есть какое-то, да, просвещение, а наши люди, русскоговорящие из СНГ, приехавшие в страну, где, в принципе, об этом говорят, да, а у нас, ну, как будто бы не принято это, ну, замалчивать, слушают эту тему, типа уходят там, наверное, как, ну, в основном, как будто мне так кажется. Как реагируют наши и аргентинцы? У меня в целом, в принципе, люди реагировали нормально. То есть у меня не было такого, что типа, о боже, какой кошмар. Наоборот, меня поддерживали, и меня это удивило, потому что я, наверное, вот как раз вот с этой вот идеей, что люди станут как-то презрительно относиться и отдаляться, смотрел на всю эту ситуацию, а в итоге люди оказались принимающими, и я такой, ничего себе. Как-то неожиданно. Наши тоже адекватно, Да, да? да, да. То есть у меня как бы... Ну, норм. Видимо, я заранее формировал окружение так, чтобы Слушайте, исключить подобные реакции. ну, как интересно, что у вас такие ситуации достаточно разные, но по срокам, я имею в виду, да, Сережа и Виталик. Виталик, вот у тебя хочу спросить, раз это все недавно у тебя произошло, и плюс ты сказал, что у тебя бойфренд. У тебя в какой последовательности? Сначала бойфренд, потом ВИЧ, или сначала ВИЧ, потом бойфренд? И как ты это все... Нет. Ага. Сначала у меня был ВИЧ. Вот. И здесь мне ну, как бы сразу же пришлось пройти тот момент, что тот парень, который меня, я как полагаю, заразил, вот, э, с ним как бы все отношения прекратились, и он даже не стал проверяться на самом деле на ВИЧ. Вот. А дальше мне пришлось, так скажем, столкнуться с собственным страхом отвержения, что как бы, ну все, я же ВИЧ-положительный, тоже со мной будет отношения выстраивать. Вот. И был всего лишь один эпизод, когда со мной парень решил познакомиться, я такой думаю, блин, я не хочу тратить время, я сразу скажу о том, что у меня ВИЧ, потому что, ну, блин, ну мало ли чего. Вот. И как-то общение сошло на нет, а в следующий раз уже был тот партнер, с которым я сейчас. То есть, как бы я такой страх отвержения быстренько проработал и поехали дальше искать нормального партнера, который Слушай, примет эту тут ситуацию. во-первых, ты все это очень быстро прошел все эти этапы. Это вообще это классно. Я надеюсь, что мы же можем, да, оставить твои потом там Инстаграм в описании к Да, видео. да, да, Если конечно. у людей будут вопросы, они могут еще напрямую с тобой связаться. Спасибо. А сразу такой вот короткий вопрос. Какой там срок от того, что когда ты начинаешь принимать терапию, и когда можно стать не undetectable? Да, да, да. Чтобы вирусная нагрузка была неопределяемая, у меня заняло это порядка, наверное, 2 месяцев. Вот. Ну, то есть вообще относительно небольшой период времени, потому что, как бы, опять же, с момента, как я заразился, до момента, как я узнал о заболевании, прошло где-то, наверное, месяца 3, а неопределяемая вирусная нагрузка уже была через 2 месяца после начала приема терапии. То есть тоже как бы... И ответ тоже, иммунитет очень хороший. Тебе не кажется, что слишком у тебя был маленький период между тем, как ты думаешь, когда ты заразился, до того момента, когда тебе стало, типа, плохо? Ну, типа, 3 месяца – это очень-очень мало. Ну, либо ты сам по себе очень шаткий здоровьем был из-за каких-то других Здесь, факторов. да, потому что у нас у каждого, в принципе, организм по-разному реагирует. И Угу, плюс, я думаю, во-первых, наложилась сезонность, потому что угу, это был как раз сезон заболеваемости высокий в Аргентине. угу, И, в принципе, температура была ну, относительно низкая. угу, Вот. Поэтому у меня подключились еще другие всякие заболевания. Видимо, они посадили иммунитет, и как бы почему вирус так быстро и проявился. Вот. угу, Потому что, естественно, да, есть же вот это вот серологическое окно, пока там и все эти периоды, и не угу, так его быстро можно, в принципе, обнаружить. Даже некоторые люди спустя год там могут обнаружить только. Вот. У меня как бы за счет вот этих вот всех накладок, по угу. сути, получилось выяснить достаточно быстро. Не знаю, как у вас, уважаемые зрители, уже захотелось побежать к доктору и еще раз провериться на всякий случай. Не ждать ни года, ни месяца, а прямо сейчас. Ставьте на паузу это видео. Да, Сереж. Да, я удивился просто, опять же,
Вот есть, видите, случаи, когда через 3 месяца, и мне кажется, не то, что это прям, ой, Виталий, тебе повезло, но, типа, это хорошо, что ты вовремя определился, потому что ты мог кому-то передать это. Ну, то есть, Да, да, да. возможно, в твоем случае даже удачно, что сложилось именно так. И да, и опять же, как ты сказал, бывает и год, потому что в моем случае я, например, в Италии, я не пошел сразу к врачу, я пришел к врачу, мне сказали, да, у тебя ВИЧ, и я такой, ну, знаете, а я, пожалуй, таблетки пить не буду. И год, ребят, никто так не делайте. Год я не принимал ничего, я не лечился год. И когда через год я понял, что я могу вырубиться на работе, типа я когда сидячей работаю, я мог, то есть, просто вот так вот упасть лицом в клавиатуру и уснуть, от того, что у меня уже не было сил. И только после этого я пошел к врачу. И, как и у тебя, мне тоже через пару месяцев уже был неопределяемый вирусная нагрузка. Я поэтому удивился, что через 3 месяца у тебя уже было плохое состояние. Видишь, я год проходил до потери такого, катастрофической потери здоровья. Поэтому у всех по-разному. Ни в коем случае не полагайтесь на свои ощущения. Обязательно идите проверьтесь, если хоть какая-то была мысль, что, Это однозначно. возможно, у меня вирус. Да. Я еще могу сказать, что есть такая история, она называется синдром восстановления иммунитета. Когда Мгм. начинаешь принимать ретровирусную терапию, то иммунитет дает ответ, и тебе становится еще хуже. И у меня врач заподозрил такую историю, потому что у меня стали как бы показания улучшаться, а мое Мгм. состояние при этом ухудшаться, потому что стали цепляться другие еще всякие штуки. Вот. Ну и плюс, потому что, опять же, вот эта сезонность, она очень долго не давала мне восстановиться. Как бы, тут была и борьба и с ВИЧ, и борьба с другими инфекциями, которые просто прилетали там из воздуха. Поэтому, ну, такой период был проблемный немного. Но еще про медицинские, конечно, моменты мы, безусловно, будем говорить. А что касается отношений, как вот ваши партнеры, у тебя муж, да, Сережа, у тебя бойфренд Виталий, ВИЧ-отрицательные, как вы налаживали, так сказать, отношения с ними? Я когда встретился со своим бойфрендом, ну, наверное, при второй встрече я ему уже сказал об этом, о том, что у меня ВИЧ. И, ну, и тоже как бы такой, ну, небольшой страх. А потом я, опять же, исхожу из того, что если человек принимает это как факт, и он дальше готов строить отношения, то тогда мне этот человек подходит. Вот. У него, в свою очередь, были до меня тоже ВИЧ-положительные партнеры. Он, в принципе, знал об этой истории, и поэтому как бы отнесся достаточно спокойно. Вот. Единственный нюанс был какой, то что я только начал, по сути, принимать препараты на тот момент, и у меня еще не было вот этой вот неопределяемой вирусной нагрузки, поэтому у меня лично на тот момент еще был страх, что я могу как-то его заразить, допустим. Даже несмотря на то, что у нас секс был с презервативом, и как бы вся вот эта вот защита необходимая, но у меня все равно оставались какие-то... Да-да-да, именно так. Оставались какие-то вот эти опасения, потому что, ну, как бы хотелось до конца получить вот эту неопределяемую нагрузку и потом уже быть уверенным, что точно не передастся. Вот, но в целом мы как бы все равно... Скажи, а твой бойфренд принимает преп? Нет, он не принимает. А А как секс вы... у вас с презервативом сейчас? Да-да-да. Да, продолжаете с презервативом? Да. А почему? Ну, Ну, потому прости, что, в принципе, ему как-то так привычнее, он всегда так делал, и я, в принципе, не хочу в этом плане оказывать какое-то давление, потому что, как бы, мы говорили о том, что, возможно, в дальнейшем можно будет это поменять, но это вопрос, как бы, соглашений и готовности. То есть никто не говорит о том, что всегда будет так и никак иначе. а какой период вы вместе уже? У нас, получается, сейчас где-то 7 месяцев. Насколько я помню, по моему опыту в Аргентине, ну или в Буэнос-Айресе, в частности, с преп... Как вообще преп по-русски сказать? Может быть, кто-то смотрит нас, не понимает, о чем мы говорим. Доконтактная терапия это До... называется. И Ну, есть еще и постконтактная терапия. есть, да. Так вот, насколько я помню, в Буэнос-Айресе не так просто получить доконтактную терапию, да, вот эти препараты, поэтому очень Все многие просто. используют презерватив. Все просто.
Все, Леша сказал, все просто, а Виталий, ты что? Все просто. Я слышал Ой, истории, блядь. что- Давай не докапывайся до слов. Я про не того, что процесс этот не так сложен. Всё. Я слышал истории, что кому-то было сложно, потому что врачи задавались вопросом, а зачем вам это нужно? То есть, как бы, я так полагаю, что это вообще зависит от медицинского учреждения и раз на раз не приходится. Ну, как все в Аргентине, я бы сказал. Леша, нас будут смотреть люди в Аргентине, в Буэнос-Айресе, в частности, расскажи, как там Коротенько просто. всем все расскажу. Да. Не, Ну, ну я еще не сделал, но я в процессе того, чтобы это для себя сделать. Пришел, сдал быстрый тест, потом тебе дают направление, то, чтобы пойти медицинские анализы, то есть кровь сдать все, на все показатели, да, там на другие заболевания, передающиеся половым путем. Приходишь с этой справкой, и тебе в тот же день еще раз делают быстрый тест и выдают уже на месяц тебе терапию. То есть все это, в принципе, занимает, там, я не знаю, ну, неделю. И у тебя может быть уже на руках препараты для того, чтобы иметь преп. Бесплатно все это. Ну, Бесплатно. анализы, платные анализы, Мгм. если нет страховки. Ну вот, кто нас смотрит в Буэнос-Айресе, напишите Леше в личку, Инстаграм, где и как. Да, Сереж? Поделюсь информацией, как это сделать и где. Да. В Америке, на самом деле, тут, опять же, у тебя, получается, у тебя партнер тоже отрицательный, да, Олег? Какой из них? Все Да. вместе, они отрицательные. Нет, у Ну, меня положительные были тоже. Я положительные. сказал, Ну, да. смотри, да, просто получается, что вот если Сергей, это мой муж, кто не знает, не путайте, мы оба одинаковые имя носим, так удобно. Если он приходит там к любому врачу, ну, к любому, я говорю прям реально к любому, и они видят, что у него там записано, что у него ВИЧ-положительный муж, это просто ему эти препы, ну, только что, не знаю, зубной только не предлагал. То есть это буквально там температуру померяем. А вам препы нужны? Нет, у меня просто там голова болит. Мгм, хорошо. Давайте вот вам капли в уши. Препы нужны? Нет, мы предохраняемся. И вот буквально он же в какой-то момент говорит, а можно где-то галочку поставить, что мне не нужны? Я не хочу их принимать. В этом отношении это очень круто, что здесь везде их предлагают. И, наверное, это правильно, я думаю. Я думаю, это очень правильно, конечно, пусть предлагают. Я обрадовался, когда вот сейчас Леша сказал, что проходят эти анализы, платят, Мгм. и ему выдают, значит, баночку на месяц. Я помню, когда, по-моему, 1,5 года назад мне начали выдавать баночку не на месяц, а 3 баночки на 3 месяца. Я такой, ура! А теперь, когда я прихожу, ну, у них, видимо, знаете, моя такая, так сказать, послужность. Они же приходишь, а тебя спрашивают, сколько было партнеров за последние, там, типа, 3 месяца? Я такой, ну, там считаю, эти двузначные числа складываю там и прочее. Они такие, ну, понятно, хорошо. Вот. И так теперь, когда я прихожу, мне выдают на 3 месяца вот эти препы, мне выдают этот доксипеп, то, что называется, от ЗПП. Я ухожу, вот это кремлю вот этими таблетками, все, можно уезжать куда-нибудь и иметь фан, как говорится. А на 6 месяцев не выдают? На большее количество, нет? Ну, я не просил, ну, пока на Вот здесь 3. просто выдают. Здесь на месяц, потом 3, потом полгода. Ну, просто там идея в том, что каждые 3 месяца вроде все равно надо проверяться, все равно это Ну, как. чтобы ты еще проверился, да. То есть, в принципе, окей, хотя, конечно, мы еще можем поговорить про то, что есть уже уколы, то есть тебе делают то ли раз в месяц, то ли раз в 2 месяца, и тебе не надо каждый день принимать таблетки. Это вот новая относительная история. Я не пробовал на себе, но она уже вполне себе Мне, имеет. мне об этом рассказывал инфекционист, когда только диагностировали ВИЧ, и я говорю, ой, есть такая штука, я знаю только про таблетки. Она такая, да, но она в США. Я такой, понятно. Ну, Виталий, она и в США не у всех. Вот мне не дают. Ну, у меня это Серьезно? непереносимость какого-то одного элемента, поэтому... Сережа, у меня к тебе был вопрос. Твой муж предохраняется презервативами или препом? В России, я не знаю, у нас почему-то какой-то был барьер, и, Виталий, ты тоже знаешь это, береги этот момент, продолжай пользоваться резиной. А потом, когда захочешь удивить, ты такой, вуаля, и сняли. Короче, да, до приезда... Да, опа! А он еще больше, просто его резина сдерживала. Вот. Короче, до приезда в США почему-то мы предохранялись презервативами.
А здесь просто резко перестали. Не могу объяснить, не было никакого разговора, ничего, просто А ну, до так. переезда в США он принимал преп? Нет, только презерватив. Он Ну, принимал соответственно, презервативы. то есть в России были презервативы, Ну, а в США вы перешли на преп. Нет, а в США перешли на... Ну ничего, я же не определяю, зачем нам препы, зачем нам резина. Ну, видишь, врачи же ему предлагают преп. Предлагают. Ну, я думаю, что врачи не очень доверяют. Тебе. А тебя. Да, скорее всего, да, что типа вот этих разговоров, типа там сколько у вас было партнеров, иногда у меня очень дотошно спрашивают, ну я понимаю, ну такой пирожочек, как у меня может быть один партнер, поэтому, наверное, часто вопросы задают. Не знаю, может быть, потому что я новенький, вот ты говоришь, что они через какое-то время перестают спрашивать что-то, или там дают тебе больше. Здесь, наверное, тоже какой-то будет накопительный эффект, когда они уже отстанут. Но пока не отстали. вопрос предохранения в паре, да, вот Мгм, когда мгм. вы живете вместе, и вы, ну, партнер продолжает предохраняться, который не... Кстати, вот опять же, пардон сразу за всякие формулировки, потому что я как бы пытаюсь только в этом разбираться, если что-то там, ну, не обижайтесь, если что-то там как-то триггернет вас. Это правильно называть это заболеванием, болезнью? Как это вообще, вот название, какое правильное? Ну, мне кажется, болезнь, что лучше избегать, но ну, даже у меня проскальзывает. Ну, просто говори положительный статус. Статус. Вот. Статус. Хорошее слово. Когда Для, люди для говорят о меня каком-то все статусе, одно. Заболевание, болезнь, статус. Ну, блин, ну Интересно. болезнь, знаешь, какая-то прям это... Ну, Какой-то скарлатина какая-то как будто у тебя. А ведь горло не из-за этого болит. Ну, поэтому. да и слава богу уж, по другому причине. Слава богу, да. Так что Так, статус. ну, Давай, Леш, статус. Мгм. ста- ну, статус. У меня статус может быть другой статус. Это просто вот... Да, Нравится? да, А, я... есть короче, королева как... сегодня. Да, ты Уже я имеешь в виду такая как... королева, Ты конечно. имеешь в виду, как относится партнер без с отрицательным статусом на то, что положительный предлагает предохраняться или как? Нет, я знаешь про что? Мгм. Партнер продолжает предохраняться по какой-то причине, да, вот я такой ставлю нас на место партнера, который не имеет положительного статуса. То есть я как будто бы вроде и в отношениях, и доверяю человеку, понимая его положительный статус, да, но он типа, меня не может мне его передать, не знаю, вот опять же заразить, это правильное ли слово, но какое-то дурацкое, да, то есть передать мне этот статус, поделиться, так сказать. То есть есть какой-то вопрос, может быть, недоверия того, что, возможно, ты прекратишь принимать терапию. Ну, забыл, я не знаю, вот этот момент вот принимаешь ты терапию, и сколько, что ты можешь передать статус, сколько должно пройти, вот, ну, 1, 2, 3 месяца ты не должен принимать терапию, например. Из того, что я изучал, то, что статус может начать определяться где-то в течение 2-4 недель. И, в принципе, дальше уже ты, естественно, можешь начать Мгм. передавать вирус. Вот. Поэтому, как бы, это не происходит Пропуск сразу. одной таблетки, то есть это не... Нет, пропуск одной таблетки ничего погода не делает. Пропуск одной таблетки, другой таблетки и как бы пропуск таблеток может сказаться на тебе самом, потому что у вируса в итоге вырабатывается резистентность. И он таким образом уже как бы тебе хуже делает. И тебе нужно искать тогда новые препараты для того, чтобы самого себя защитить. То есть пропуском таблеток ты не другому человеку хуже делаешь, а себе самому, по большому счету. Ну Ну, то да, а есть, на самом деле препаратов не так уж и много. То есть ты Да, в теории, если ты будешь одни загубишь для себя, вторые скипнешь, то через какой-то да, момент тебе да, врач да. скажет, ну больше тебя лечить, чувак, нечем. Я думаю, что тут дело не в доверии, а типа, ну ладно, мужской гей-секс, как бы он сопряжен с определенными условиями, и, наверное, как бы если ты в презервативе, то и как и почище немножко, я не знаю. Мне кажется, это не только же прям вопрос защиты, а Я тебе расскажу о реалиях, ну, может быть, не всей Америки, США, но, по крайней мере, Нью-Йорка. Найти человека, кто использует презерватив, это просто редкость. Вот. редкость, Я, редкость. Да. я тебе так сказал, просто чтобы ты знал, что происходит. вот теперь буду знать. Все, тебе спойлер сказал. Нет, на самом деле, я отвечаю на вопрос Леши, он спросил, как ты относишься к этому, что твой партнер тебя а-ля доверяет, как я сделал, потому что он тебе доверяет, вы вместе, но продолжает использовать презерватив. Я думаю, бывает так, ну просто
Просто так сложилось. Все-таки есть привычка, так скажем, Да, и партнер может так действовать, исходя из привычки, и ему тоже нужно время для того, чтобы перестроиться, потому что вот, ну, в моем случае плюс еще, допустим, с партнером познакомились, пока начал принимать таблетки. То есть моему партнеру, допустим, нужно время, чтобы точно знать, что вот у меня эта нагрузка не передается никуда, ничего не девается, там, ну, то есть, что стабильность существует. И, в принципе, дальше он готов, в принципе, и без презерватива. Виталия, понятно, вы начали, то есть у вас отношения завязались, вы, естественно, предохранялись, там, есть статус, нет статуса, то есть, ну, у вас новые отношения, вы еще не знаете друг друга, только познакомились. А у Сережи, то есть вы были ну, и в отношениях, и ты, не знаю, Из опять же, магазина принес ВИЧ вместо колбасы. вот опять, ну вот понимаешь, нет, то есть даже это, какие корректные или некорректные вопросы, да, то есть у меня есть такая тема, то есть о чем вообще можно ли спрашивать, или, ну, спрашивай. корректно ли, ну, блин, вот надо Он эту тему далеко, тоже. он до тебя не достанет. А у вас вот, блин, это как бы вы продолжали заниматься сексом с презервативом, или изначально он был, или он начал пользоваться презервативом только когда вы узнали? давай мы вернемся такой. Я вот такой, типа, чувак из Волгограда только приехал в Москву. И, типа, я уже приехал со статусом, я понимаю, что я ВИЧ положительный. И у меня долгое время, если прям нагоним драмы, да, у меня вот после того, как я узнал, что у меня ВИЧ, и, наверное, несколько лет после этого у меня была прям серьезная проблема именно с сексом. Я постоянно боялся, что я кого-то могу заразить. И у меня были серьезные проблемы именно с началом действия. Познакомиться, да, и вообще. Секса. Познакомиться я мог именно с секса. То есть Да. я прям, скажем так, перешел на слабую сторону этого мероприятия, на пассивную. Я просто понимал, что по-другому у меня не получается. То есть я переживаю, что я могу заразить. То есть буквально, типа, как будто я могу, и мне не помогало не то, что я в презервативе, мне не помогало буквально ничего, я постоянно об этом думал. То есть как только там партнер там становился на колени и начинал условно изучать, Нет? я прям такой думаю, да, теперь я такой думаю, все, я сейчас заражу. И типа, и дед Егор ложился спать, блядь. И то есть и я постепенно из этого выходил в состояние, и то есть вот после такого тебе очень сложно потом в какой-то момент, ну, а все, теперь я могу без презерватива. Соответственно, все мои встречи, знакомства, они были так, и даже когда я с Сережей познакомился, и мы и до первого секса у нас состоялся разговор. Это мое главное условие. Сначала сообщаю, а потом мы решаем. Вот. До этого состоялся разговор, и после этого, естественно, это было в презервативе, и потом это всегда было в презервативе, пока мы не приехали сюда. Я не знаю, что поменялось здесь. Возможно, как вы говорите, он проник с духом Америки, такой, come on, husband, nobody here use condom. Может быть так, я не знаю. Вот. Ну, короче, как так произошло. Да я просто не Поэтому... понял, что вы, когда Что вы сначала познакомились, был когда ВИЧ, а уже потом были был, да. отношения. Да, так же, Все, как все у Виталия разобрались. сначала был Ну, ВИЧ. Все, а мы отношения. думали, что вы были в отношениях, и в какой-то день ты из магазина приходишь, приносишь И в авоське. и в авоське, да, положительный статус. И вот тут как бы непонятно. И, наверное, был вопрос о том, а как же дальше жить, потому что, Мгм. ну, одно дело там измены или открытые отношения, то есть это мы можем урегулировать в рамках гей-чата, это к нам обращайтесь. А как урегулировать тот момент, что вот ты жил с мужем, ну или с бойфрендом, типа 3 года это все было хорошо, и тут он приходит, у него ВИЧ положительный, и как будто бы есть ощущение, что хочется сразу, ну, прекратить Мгм. отношения. Да-да-да. Вот. Но таких сегодня у нас гостей нет на этом чате, да. Как сообщить своему партнеру, да, уже существующему, о том, что ты сходил на вечеринку условно, или не знаю, где уж ты там был, потому что откуда ты его принес, да. Нет, ребят, если вы ходите на вечеринки, если вы там гуляете или еще что-то, пожалуйста, презервативы, доконтактная терапия, доксипэп, вот это все. И каждые 3 месяца проверяйте, да, и гуляйте сколько угодно, мы же не запрещаем. Ну вот, Сереж, к тебе, наверное, вопросы. Пускают ли ВИЧ в Америку? Это тебе часто такие вопросы задают. А почему такой вопрос возникает? А что, проверяют ли статус прямо на границе и отправляют обратно? В чем дело? Не могу понять. Слушай, да, я знаю, что этот вопрос был, и я даже, мне кажется, 2 месяца назад я снял на эту тему Reels,
И меня сразу заблокировали. Я не понял, почему, и я такой, ладно, камон, не расскажу потом. Да, я изучил. Этот миф такой есть, потому что до 87-го, нет, до 90 какого-то года, в Рилсе была более четкая информация, до 90, короче, какого-то года было постановление, что на границе должны у тебя выяснить, болеешь ты или нет. Типа это ни на что не влияло, но у тебя именно выясняли. И, возможно, это повлияло на вот этот миф, что не пускают. Уж мы не можем вернуться в прошлое и проверить, правда ли пускали бы или нет после этого. Но с какого-то там 92-го года этот закон отменили, и сейчас об этом, ну, естественно, тебя никто не спрашивает. Я думаю, связано с этим. Поэтому отвечаю на вопрос, кипают, привечают, и вот сразу, опережая вопрос с таблетками, наверное, да, если ты приезжаешь сюда с ВИЧ, и тебе нужны таблетки, тебе их там условно через неделю уже дадут. Ну, типа, у меня это неделю заняло, еще до того, как я страховку толком оформил, то есть все, у меня уже все было. По поводу некорректных вопросов, да, то есть мне, честно Мгм. говоря, это интересно, потому что, ну, жизнь, мы встречаемся с людьми, которые нам открываются, и, ну, конечно, я точно не буду спрашивать, да, то есть я понимаю, что, ну, как бы вот исходя из, там, в принципе, своего воспитания, что, а как ты получил, блядь, этот статус, да? Ну, какого хера, блядь, тебя вообще Ну, то есть я считаю, что это то же самое спросить, блядь, у там 40-летней девушки, да, а что у тебя до сих пор нет детей? Ну, идите на жопу, блядь, она сама знает, почему у нее нет. Так и вот здесь, да, то есть... В смысле, как? В какой позе? Нет, в смысле, блин, не знаю, у зубного, через татуировку, через минет, в какой-то роли, то есть, ну, как бы, неважно, может быть, ты до этого был натуралом, тебе девушка передала, но это вообще, в принципе, неважный вопрос для человека, ну, если я с ним познакомился, это не тот вопрос, привет, привет, там, он тебе говорит, а у меня ВИЧ, ой, а как, поделись-ка давай. То, что касается некорректных вопросов, мне сложно сказать, какой из них корректный или нет, потому что это все варьируется от человека к человеку, по большому-то счету. То есть для кого-то это может быть нормальный вопрос, и человек такой, ну вот так вот и заразился. А кто-то тебе ответит, что типа, камон, ты вообще берега не путай, как бы. И все, и закрыть на этом тему. То есть корректность определяется, в принципе, самим человеком. И он сам тебе должен об этом сообщить, что типа, слушайте, мне об этом говорить не хочется, некомфортно, и давайте мы, в общем, эту тему закроем. Вот. Потому что как бы я на своем опыте пока еще не встречался с какими-то такими вопросами, или А с просто... реакцией, хорошо, я тебе помогу. Вот, например, ты открываешь человеку, говоришь, у меня ВИЧ положительный статус. И такие, ой, а- ну как бы, блядь, я не знаю, какой-то рожу, блядь, такой скорчен, блядь, что как бы, я не знаю, тебе осталось 2 понедельника, нахуй, понимаешь? Ну, Ну, здесь, блядь. опять же, в этот момент ты такой, типа, ну, камон, ну, просто чуть побольше образованней надо быть, вот. Ну, как бы, ну, отреагировал так человек, ну, не знаю, мне как-то фиолетово Next. Вопрос из вопросов, который, собственно, ты предложил, дают ли презервативы стопроцентную защиту и гарантию? Ну, наверное, нет, но лучше с ними, да? Ну да, ну как, в плане от ВИЧ дают стопроцентную, там и 99,9, а все остальное, ну... Ну, плюс еще, я, честно, я не знаю ни одного человека, который использовал презерватив во время орального секса, поэтому, ну, такое. И куда ты его используешь, ну, тебя тут же развернули, и дело пошло в другим чередом, и как бы презерватив себе уже не помог, поэтому... Сережа, у нас А приличная что? передача. Ну нет, Ну, вот типа, именно, когда что... анальным сексом занимался, то там был презерватив, а потом тебя Да, развернули на оральный, а там презерватив уже не используют. И бах, и и... Ну все, уж и слава богу. и какой... Вот, я про это и говорю, что получается, что... Ну, я не знаю никого. Виталий, ты знаешь кого-нибудь, кто вот прям отсасывает с презервативом? Нет, у меня такого опыта не было. Леша, А мне предлагали это и сделать. как? Я не согласился, что мне Леша был в неинтересно. презервативе, он Пардон. отсасывал. То есть, как бы, Вот, еще секс без проникновения, как бы, ну, вот, анального, еще и с презервативом оральным, ну, блядь, что? Я вот. И подрачу. поэтому, отвечая на твой вопрос, Олег, да, презерватив защищает от ВИЧ почти 100%, но как бы если мы используем оральный секс после По анального, поводу презерватива хотел добавить, что ну когда вот речь идет про ВИЧ, дальше как бы, ну если у тебя неопределяемая нагрузка, зачем тогда использовать презерватив? Но вот представим, что мы не находимся в отношениях, как были они там открытые, полиаморные и так далее. В этом случае
презерватив защищает как раз от других инфекций, ну вот, которые передаются половым путем. И по большому счету его использование, оно не столько типа сколько против ВИЧ, а против других каких-то инфекций. Ну и как бы здесь в этом вопрос. Да. Мы всегда помним, что оральный путь, Мгм. он тоже передает дофига болезней. Ой, Что-то вы так напугали, я вообще... Все, запрещаем Всё, не секс, хочу никакого никуда секса. не идти. Сейчас дверь закрою еще на 2 замка и буду сидеть 2 Ну месяца. просто мы нет, тебе, ну нет. правду говорим, слушай, ну что ты? Представим, гипотетически. Я познакомился с человеком, мы общаемся, все, класс, дружим, да, то есть мы не говорим про секс, какие-то там отношения сейчас, например, да, просто друг. Ну, и мы проводим какое-то время вместе, какие-то у нас там поездки куда-то, да, там совместно. Это прям полноценный друг, хороший, мы общаемся, дружим. Надо ли мне, как хорошему товарищу, хорошему другу, ну, проявлять какую-то, не знаю, заботу в плане того, что лишний раз, возможно, не предложить «пойдем побухаем», а пойдем займемся там спортом каким-нибудь, где ты можешь заболеть, подхватить ангину. То есть я должен об этом думать, потому что это же вирусная нагрузка, она направлена на понижение иммунитета, или я не прав сейчас, да, то есть, и, возможно, это при терапии здесь нет вот этих вот возможных, то есть рисков скорейшего заболеть, ну, чтобы заболеть другими болезнями, теми же там каким-то гриппом, там еще мы про что-то говорим, то есть которые могут спровоцировать еще понижение иммунитета и плюс прием дополнительных препаратов, да, что есть хорошо, то есть когда человек и так, в принципе, именно загружен каждый день. Я бы здесь разделил две части, чисто медицинскую и психологическую. Что касается, давайте начнем с психологической. Вот возникает вопрос, не сагитировать ли мне человека. А зачем? Если человек осведомлен о своем статусе, то на нем лежит ответственность за то, чтобы он был как бы здоровым. И он сам выбирает, каким образом он себе это здоровье обеспечивает. Но он же Допустим, хочет тоже общаться в компании. Я говорю, пойдем на дискотеку, там трин-тын-тын, мы быстренько там виски-кола, понимаешь? Он говорит, никто ну не... пойдем, ладно. И он Ну, идет. смотрите, никто не запрещает человеку сказать «нет», и опять же, это его выбор, и никто не запрещает ему пойти на вечеринку и как бы выпить настолько, насколько ему комфортно, чтобы это никак не повлияло, допустим, на время приема препарата. Потому что, допустим, ВИЧ и прием препаратов, точнее, прием препаратов и алкоголь, они как бы друг друга не исключают, Мгм. казалось бы, как бы. Можно запивать виски-колой, да? Но почему возникает основное опасение, что человек, который будет в состоянии алкогольного опьянения, он просто забудет принять препарат, и в итоге он их будет пропускать, и наступит вот эта резистентность. То есть это не вопрос совместимости алкоголя и как бы препарата, а вопрос именно того, что ты можешь забыть. Но опять же, у тебя Альтернативы. есть вариант предложить ему пойти в театр или пойти на дискотеку. У него есть право сказать: нет, мы никуда не идем, потому что я не хочу пить, или давай пойдем туда-то, потому что мне так комфортнее. Это вопрос договоренности и умения говорить нет, по большому счету. Это не Если ты хочешь позаботиться о другом человеке, вопрос, зачем тебе это нужно, и в состоянии ли тот человек сам позаботиться о себе. Поэтому я потому что смотрю на это с этой стороны, поскольку если мы начинаем, так скажем, трястись очень сильно от человека, у которого ВИЧ, по большому счету, мы как раз смотрим на него как на какого-то не такого, типа больного. То есть в этом тоже проявляется вот эта стигматизация, условно говоря. Мне кажется, я поддержу Виталия, да, что это не то, что некорректно или кто-то обидится на это не имеет смысла. Ну, типа, если кто-то за меня решит, что ну давайте не позовем его, а тут будет физическая нагрузка, а ему потом плохо станет, это будет, по крайней мере, странно. Поэтому, как ты спросил, какой твой уровень ответственности за чужого человека в данном случае, ну, нулевой. Никакой. Да, ну, то есть никакой. Какая ответственность? Ты же не предлагаешь ему, а давай на спор месяц таблетки никто не пьет, ни ты, ни я, никакие. Только я витаминки пропускаю, а ты свои отвич. Ну, вот это будет странная пари, знаешь. А все остальное нет вообще. Кстати, вот то, что касается иммунитета, по большому счету,
у ВИЧ-положительных иммунитет Как-то получше дела. как-то Да. получше, да, потому что мы принимаем эти таблетки для того, чтобы у нас иммунитет как раз как бы мог справиться с вирусом. Мгм. Полностью поддерживаю. Я реже болею, чем муж. Говорили, мы общались с американцами, кстати, про сауны, ну вот, гей-сауны, и вот, значит, они там говорили, вот, там можно что-то подцепить, значит, а если человек, с кем я там имею, с какой-то незнакомый, да, человек, с которым я имею секс, по поводу ответственности просто, он мне не сообщит о своем статусе или еще что-то такое, и, ну, и люди как-то пытаются продолжать эту тему, обсуждают, и, ну, впоследствии там, ну, там я отвечал, еще кто-то, что вообще-то это ответственность ваша, защитить себя самого презервативом, препом, какими-то или другими препаратами, а не тех людей, с кем вы, ну, как бы, не перекладывать ответственность на тех, кто у вас, возможно, заразит. То есть, если вы не хотите заразиться, значит, вы должны делать абсолютно все то, чтобы себя как бы защищать. Вот. Я бы здесь добавил, что ответственность того, кто не хочет заразиться, и тот, кто ВИЧ отрицательный, в том, чтобы себя защитить, а ВИЧ положительного как раз в том, чтобы сообщить, что у тебя такой статус, а не заражать, по большому счету, целенаправленно. Даже если у него негативная нагрузка, он все равно должен об этом писать. Ну как? Или не должен? Не, Как? я имею в виду, что если ВИЧ положительный человек, который... Есть же люди, которые знают о своем положительном статусе, но они при этом идут и заражают, и они таким образом разделяют ответственность за свое Это ужасно. заболевание с другими людьми, потому что им тяжело принять, что у них такой статус. Кажется, я где-то писал об этом пост, что я не несу нагрузки, я не могу заразить. Поэтому, например, когда я жил в Москве, не всем своим партнерам я сообщал, что я ВИЧ-положительный. Но, подчеркну, я занимался сексом только в презервативе. Не Ну, всем. типа, если... Не всем ты Не советуешь, всем. правильно? Но ты использовал презерватив. Ну, типа, да, мне кажется, за время жизни в Москве, это было, может быть, 1,5 года, до того, как я с Сергеем познакомился, я сообщил буквально 2 людям. Сергею и еще одному чуваку. Там у чувака совсем все было... Короче, у него какой-то огромный список болезней, и я думаю, ну, нет, надо ему сказать, потому что он и так уже, вот, как сказал Леша, в следующий понедельник будет его крайний. Вот поэтому я решил такой, сразу скажу честно, чтобы вообще не было ко мне потом вопросов. А всем остальным, ну, типа, знаете, ну, бывают такие встречи, когда ты прям понимаешь, что ты видишь человека вот первый и последний раз в своей жизни. Да. И типа, ну и зачем сейчас мы вот этот прекрасный томный вечер обломаем вот эту историю, ой, а знаешь, у меня с 18 лет ВИЧ. Ну, типа, кому это сделает приятно? Никому. Поэтому презерватив надел и в дело. И да, Но не всем я при сообщал, этом меня у за это тебя ругали. не было нагрузки, правильно? У меня нет нагрузки, я в И презервативе. еще Поэтому презерватив. этот разговор не имеет смысла И, совсем. и в данном случае тогда ты, например, ну в данном случае ты выбирал не сообщать, не заводить этот разговор, не сообщать. Это первое. И второе, ты не спрашивал у этого партнера, принимает ли он преп, например. Не спрашивал. Да. Потому что здесь, например, в Нью-Йорке часто спрашивают, ну а как в смысле, спрашивают часто, но обычно после уже того, как все свершилось. Типа ты на преп там или еще что-то. Ну, это такое уже более как, типа, дабл-чек, просто А чтобы... русские такие, я на молитве. Да, Я православный. меня ВИЧ не берет, я православный гей. Да. Есть небольшая моя история. В Давай. Москве я через наше там оранжевое приложение познакомился с парнем, и у нас, ну, как бы свидание состоялось. пошли в Самокат? кафе. Самокат? Кого? Самокат? Ну да, А. ну, мамба. Самотык. Вспомнил, блядь, оранжевую мамбу. Короче, мы пошли в кафе, посидели, все, общаемся, все, и потом он просто понравился, хороший парень, все. И он говорит, а ты видел мой статус? Я говорю, какой статус? Говорю, блядь, какой статусный сидит тут такой, ВКонтакте. блядь, статус твой, ага, блядь. Ну, я тебе сейчас, блядь, про свой расскажу. Нет, короче, он говорит, что, ну, как бы я ВИЧ-положительный, но не передаю. И я, ну, я как бы, ну, ладно, ну, ок, я же с тобой, типа, ну, познакомиться, как бы, ну, все, общаемся дальше, сидим. И я же себя ловлю потом на мысли, когда мы пообщались, и думаю, ну, это было много лет назад.
я бы, наверное, как будто бы не пришел на эту встречу, если бы я прочитал до конца анкету и вот узнал о статусе. И я бы потерял хорошего друга. Мы сейчас общаемся до сих пор, и как бы эта вот история, то есть мне дала очень хороший такой вот... Слушай, Леш, ну мне кажется, вот эта твоя история, это такое вот, ну, резюме, что действительно мы можем пройти мимо чего-то, как ты говоришь, просто потому что у нас есть какое-то общее мнение о данном вопросе. Почему нет? Ну, Ну, вообще, мне это понравилось. знание, эта информация, оно не должно, ну, это никак не характеризует человека, никак его не Да. определяет, да, то есть это не должно влиять на какое-то наше мнение об этом человеке, то есть мы не должны через призму вот этого статуса, там, знания этой информации, ну, делать какие-то выводы о человеке. А Ну, я вот вам мы скажу со своей стороны, человек с активной сексуальной позицией жизненной, Ну, я понимаю, что за то время, сколько я принимаю преп, да, и у меня разные там партнеры и все остальное, я понимаю, какое количество из них было ВИЧ-положительное, которые мне ничего не говорили, потому что мы даже именами не обменивались, да, и какое количество из них было тех, которые мне говорили о своем статусе, ну, это вот мои бойфренды, да, что у них он положительный. И когда они мне говорили об этом, когда мне мой бойфренд говорил о том, что он ВИЧ-положительный, без нагрузки, я сижу и думаю, а сколько через меня прошло положительных людей, ВИЧ, конечно. которые мне ничего не говорили, просто в Они количестве. сами не знали, возможно. Нет, это уже секунду, вот это меня не надо вот этим пугать. А что тебя пугать-то? У меня была история, что лежим в одной кровати, уже говорит, что... Я говорю, а вот ты, это, как у тебя со статусом? Он говорит, ну ты дурак, блядь, про это спрашивать? Я говорю, в смысле? Говорю, я всегда спрашиваю, у тебя нет информации в анкете. Он говорит, ну, блядь, если я месяц назад проверился, говорю, а возможно, он у меня уже проявился. Говорит, а я сам про это не знаю. Говорит, ну это какой-то вопрос такой, говорит, ну вот он есть, а завтра он, ну как бы, вернее, его не было, а тут он есть. Ну и что? Мнение экспертов. Сережа Виталий. Человек же не проверяется каждую неделю, каждый день. Я понимаю, но это очень какой-то такой... Нет, ты спросил, ты молодец. В смысле, ну нихуя, если он сравнил радугу с северным сиянием или с чем там. Ну, это я, Типа, знаешь, спрашиваю для собственного спокойствия, да, то есть я такой, он мне конечно. говорит, нету, я 2 месяца назад проверялся, я такой, блядь, мне спокойно, да нихера, мне неспокойно, что мне Нет, дала эта информация? подождите, но действительно проверяют на ВИЧ, там, ну, самое такое рекомендуемое время, раз, по-моему, в 3 месяца, да? 3 месяца. ВИЧ не проявляется, вы сами говорили, может и несколько месяцев не Да, показаться, то есть риск все равно есть. да. Нет, я больше к тому, что почему так реагировал, типа, ну, ты нашел время спросить. Ну, типа, когда захотел, так спросил. Лучше спросить сейчас и услышать какой-то ответ, чем такой, ну, ладно, сейчас провожу и буду кино Но, смотреть. А но в вдруг ты бы Америке спросил, а он бы тебе сказал, ну, да, у меня, типа, там, я ВИЧ-положительный, я там с нагрузкой, поздравляю с поступлением в клуб. Типа, он же мог и так ответить, почему он тебя зашеймил за сам факт вопроса. Ну, Это это странно. один из вариантов это подачи один из вариантов, информации, но но факт остается фактом, смысл меня, был в этом. меня беспокоит то, что даже ответ, ну вот мы, например, переспали с Лешей, он у меня спрашивает, а ты, ну там, ты отрицательный, да, или какой у тебя статус, или когда ты проверялся последний раз, я ему скажу, 2 месяца назад, что нормально, не 2 года назад, 2 месяца назад. И что Леша скажет, ой, второй вопрос будет, а сколько у тебя было людей за эти 2 месяца? Я скажу, много, и что? И Леша будет... Так дело не в этом. Смотри, Олег, ты 2 месяца назад проверялся, а 3 месяца назад от нашей с тобой сейчас встречи у тебя был партнер с ВИЧ, от которого ты заразился. Через месяц он не показал, а он проявился вот сейчас, когда уже... Я понимаю. Ну, как бы... Я переживаю за то, что Леша вот такой переживательный по этому поводу. Для Здесь... Леши в этом случае, если у вас был секс без презерватива, есть постконтактная терапия, которая та же самая антиретровирусная, и у тебя есть 72 часа на то, чтобы как бы обезопаситься. Вот. А в другом случае просто, ну, секс с презервативом никто еще не отменял. И опять же мы И преп. возвращаемся к То есть вопросу здесь... о препе, да. Да, Леша, здесь, чтобы... То есть как это решается, этот вопрос, например, в Америке, в США, в Нью-Йорке, в частности, что мы можем иногда спросить, мы спрашиваем у своих партнеров, там, ты... Ну, сейчас не спрашивают про статус, чаще спрашивают, ты на препе или нет. Ну и как бы, если ты негативный,
у тебя отрицательный статус, и ты на препе, хорошо. Или если ты положительный, но ты принимаешь терапию, то хорошо. То есть в любом случае, какой бы статус у тебя ни был, тебе нужно принимать какие-то таблетки. Или такие, или такие. Или презервативы. Тебе об этом Виталий сказал. Ну, либо, Ребят, если ты живешь в той стране, где нет препа или доступа к нему нет, или это стоит больших денег, тогда только презерватив. Ну, ладно, мы сейчас говорим про то, что статус, который зафиксирован 2 Справочки. месяца назад, является ли он какой-то гарантией того, что ничем Нет. он не является? Не является. Мне кажется, что принятие препа, вот это больше является гарантией. На ежедневной основе. Ну, например, если у тебя обычные таблетки, и ты принимаешь преп, ну, или каждый день, или есть способ, да, когда ты принимаешь 2, 1 и 1 потом, именно в период, так сказать, секса. Вот. Вот это дает больше гарантии. То есть я иду, я встречаюсь с парнями, их у меня много, предположим. Я не могу у каждого спросить, какой статус. И в принципе, ну не статус, да, статус. И в принципе любой его ответ не дает никакой гарантии. Даже если он честно скажет, что да, он был там месяц назад у врача, и статус был отрицательный, по твоей логике, и я с тобой в этом соглашусь, это ничего не значит, потому что все равно он что-то мне может передать, да, например, этот человек. Но поэтому эти вопросы уходят как бы на второй, на третий план на сегодняшний день, если я принимаю преп или использую презерватив. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Однозначно. Да. Прости, убрал. Ну что, ребята, вообще огненный эфир, час пролетел или даже больше, вообще стремительно. Спасибо вам большое за вашу информацию, за открытость, за такой международный у нас сегодня был диалог, понимаете, между Аргентиной и Соединенными Штатами Америки. Да, тема действительно очень... Это просто очень жарко в Аргентине сейчас. Да у нас тоже... Жарко, Виталий, жарко твоего акцента очень. Серьезно? Акцент? У меня есть акцент? Да. Так, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Я уверен, вам есть что сказать, задавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Сережа и Виталик, надеюсь, заглянут в комментарии, тоже напишут, если там будет очень сложненькое, да, они ответят. Вот. А на этом у нас сегодня все. Вам всем хорошего дня и увидимся в очередных выпусках. Парни, Спасибо, всем пока. Ребят, Всем спасибо, что были пока. откровенны. Всех обнял. да.